Всем привет, ребята! Сегодня у нас трэш-контент. Это полный пипец просто. Что можно купить в магазине и попасть на пожар стопроцентный? Сейчас я вам покажу. Вы офигеете. Не пропускайте видос, смотрите его до конца. Итак, все начиналось совершенно спокойно. Я купил 500-ваттный керамический нагреватель. Купил я его, как вы видели, наверное, догадались уже, наверное, из предыдущего ролика. Купил я его для курятника. Почему я его купил? А потому что у него в паспорте было написано, что у него максимальная температура нагрева 95 градусов. Мощность у этого прибора полкиловатта. Экономно, безопасно, никаких проблем с ним быть не должно. Ну что, нашел самый недорогой. Думаю, дай-ка я куплю 1300 рублей. Вроде бы, казалось бы, ничего не предвещало беды. И полный пипец, это жопа. Жопа, что продается в магазине, вообще полный пипец. Извините за мой французский. Сейчас я вам покажу эту фигню. Внимательно, пожалуйста, все при покупке таких приборов имейте в виду, что есть дофига нюансов. И что каждый дядя Вася в каком-нибудь подвале пытается сделать какой-нибудь прибор, не посчитав ничего абсолютно. Просто, ну вот он видел, что кто-то где-то продает, наверное, что, так же сделаю. И делают, и продают, и пытаются демпинговать нормальные конторы из-за этого. То есть и ценники из-за этого как бы вроде бы падают. Но что вы покупаете при этом? Смотрите внимательно. Сейчас покажу. Итак, подключил я его через наш датчик температуры. Так, неприятно моргает. Сейчас я затвор поправлю. Смотрите, с какой скоростью растет температура. Ну, я такой думаю, ладно, хорошо, пусть растет. А температура растет и растет. У него же нормальная температура 90 градусов. Правда, тут уже первый момент смутил какой? Первый момент смутил то, что у него типа выход на его положенные 90 градусов это 20-30 минут. Как вы видите, он у меня уже просто за полторы минуты. За полторы минуты уже до 65 дошел. Смотрим. 67, 68, 69. Уже 80. Так, 90 градусов. В этот момент у меня появились странные ощущения, что что-то пошло не так. Но мы уже проскочили 95, которые обещанные были с заводом. 100. 100 градусов. 100 градусов нагрелся. На нем уже можно жарить что-нибудь. Смотрим дальше. Сто 10. Прошло менее 3 минут. 112. 115 почти. 115. 118. И вот тут у нашего датчика температуры включилась система перегрева. Он кричит, что ай-яй-яй-яй, горячо, говорит, ай-яй-яй. Температура заскочила до 120 градусов и выше. Он, конечно, отключил его, но мы же как бы просто хотели его поставить, даже, возможно, без датчика температуры. Давайте продолжим эксперимент. Так.
Короче, видите вот это темное пятно? В первый раз, я на самом деле сейчас ставлю эксперимент не в первый раз. Первый раз, когда я его включил, двусторонний, ой, в смысле, малярный скотч начал дымиться. Я его быстренько оторвал, но температура у него, значит, запрыгнула. Он записывает. Короче, увидев, что температура у него закинула выше 95 градусов и даже, скажу больше, еще выше, что даже за 120, и что аж у датчика температуры выскочила ошибка, и что даже скотч малярный начал дымиться, я метнулся в хозтовары и купил термометр для того, чтобы измерять температуру в духовке. Вот, термометр у меня до 300 градусов. Сейчас я его поставлю, и мы продолжим эксперимент. Особо внимательный зритель, наверное, заметил, что розетка не совсем обычная. Я втыкнул туда розетку, которая умеет измерять мощность прибора, подключенного к ней. Поэтому мы сейчас еще посмотрим, какая мощность. А мощность у нее, извините, 860 ватт. 860. Почти что, да, почти что в 2 раза даже больше, чем заявленные 500. Как бы плита вот эта, я померил у нее вес 5 килограмм 600 грамм. Итак, взвесили нашу плиту 5 кило 600. Убеждаемся, весов поправок нету. Кладем обратно ее обратно. Получилось ровно 5600. Теперь посмотрите, можете, кто математикой, кто физикой хорошо знает, посчитайте, до какой температуры разогреется плита массой 5,6 грамм и к которой подводится 860 ватт. Можете поставить на паузу, а мы сейчас продолжим. Датчик температуры слегонца инертный, поэтому надо будет подождать некоторое время для того, чтобы он температуру нам реальную показал. Я включил эту штуковину в розетку. Как видите, у нее лампочка синенькая горит. Соответственно, питание подается. Сейчас еще посмотрим, сколько на него мощности дается. Да, но стрелочка будет выходить на режим, наверное, какое-то время. Минут через 10 попробую еще раз включиться, посмотреть, что дальше происходит. Обратите внимание, что я вытащил уже это дело на балкон, потому что первый эксперимент, сейчас скрины поставлю, когда его закинуло за 200 градусов, я почему-то подумал, что стоит это дело продолжить на улице, на всякий случай на балконе, где ничего загореться не может. Потому что есть еще один нюанс. ПВЦ кабель. Внимательно смотрим, просто забетонирован 2 по 0,75. По стандартам этот кабель не может быть нагрет выше, чем до температуры 85 градусов. Соответственно, при температуре выше, чем 85 градусов, этот кабель начинает плавиться. Начиная плавиться, этот кабель приведет к чему? К тому, что он здесь вот коротнет. Будут куча искр. Хорошо, если автомат сразу выбьет. Но при этом еще и плита у нас будет горяченькая. Я так предполагаю, что он градусов до 250 по любасам наберет. Давайте подождем, посмотрим, до какой температуры он все-таки сам доберется сейчас. Вообще вы как бы знаете, наверное, что датчик температуры можно повесить в 2 режимах. В первом режиме датчик температуры будет измерять непосредственно температуру самого нагревательного элемента. То есть, грубо говоря, вот, допустим, радиатора, и включать его и выключать в зависимости от того, до какой температуры он нагрелся. Есть второй режим, как бы второй вариант, как можно поставить датчик температуры. Вы можете поставить его по воздуху. То есть, грубо говоря, он будет измерять температуру в нашем помещении и включать и выключать нагревательный элемент в зависимости от температуры в нашем помещении. Так вот, получается, в контексте этой плиты мы не можем поставить в нее датчик температуры, потому что ее придется сверлить, да, это бетон, там еще неизвестно, где провода уложены. Соответственно, сделав там отверстие, с большой степенью вероятности
вы можете попасть в провод, перебить и вывести его из строя. Просто так. Если вы поставите его по воздуху, он нагревается до бешеной температуры, соответственно, может поджечь все, что угодно. И есть вероятность, что он начнет гореть, дымиться или еще что-нибудь, и датчик температуры даже не будет подозревать, что что-то произошло. Этот керамический обогреватель, который с кварцевым песком, со всеми делами, вы не можете поставить на постоянку. Вы не можете закрепить к нему датчик температуры. Совершенно бесполезная штука, которая приведет к пожару. Еще раз объясняю. Кабель ПВС не держит температуры высокие. Он не задуман для этого. И он имеет прямой контакт с бетонной плитой, которая нагрета до температуры выше 200 градусов. Вопрос. Какое количество времени прослужит эта плита, прежде чем подожгет ваш дом? И еще маленькая ремарочка. Сразу смотрите. Трещина. Раз пошла, вот она соединилась и вернулась она обратно. То есть вот этот кусок, он готов отвалиться в любой момент. То есть плита мало того, что нарушит свою целостность, выкинув оголенные провода наружу. То есть это, это тоже страшно. Реально уже дважды обосрался называется. Так, температура уже выше 100 градусов здесь есть, но ждем. Так, по поводу трещины. Для тех, кто вдруг скажет, что да, это фигня, потрескалась просто сверху оболочка. А давайте заглянем вниз. Смотрите внимательно. Трещина, она сквозная. И она сквозная вот здесь вся по периметру. То есть он лопнул весь. То есть трещина не сверху, и не сверху не по эмали, не по глянцу. Трещина сплошная. Смотрите внимательно. Вот она трещина. Вот она, видите? Она, кстати, все больше и больше. Вот эта трещина пошла уже здесь снизу, соединилась вот с этой трещиной. И вот эта трещина, где, так, вот эта трещина, она тоже пошла вниз. Видите, она снизу. И тоже соединилась вот с этой трещиной. Ее, правда, сейчас плохо заметно, вот только здесь ее видно. Видите, вот она. Вот. Но она рано или поздно соединится вся полностью. И эта плита потеряет свою целостность 100%. Да, прошло 10 минут еще. Температура уже 150 градусов у нее. И стрелочка до сих пор ползет вверх. Итак, прошло 15 минут. Температура у нас на термометре уже 200 практически. Давайте еще немножко подождем. Можно полчасика подождать. Интересно, достигнет оно 300 или нет. Ну, не похоже, что оно за 300, конечно, выпрыгнет. Но чат GPT сказал, и давайте для того, чтобы сделать прикидочный расчет, обратимся к нейросети. Даем ей начальные параметры, размеры плиты, материал и мощность, которую мы к ней подводим. И получаем в итоге примерно вот так. То есть у него получилось больше 300 градусов, она нагреется без учета обдува воздухом. Вот, но мы же знаем, да, что воздушное охлаждение даже на некоторых автомобилях стояло, поэтому пренебрегать им как бы нельзя, но скорее всего меньше 300 градусов должно получиться. Ну, в принципе, наши экспериментальные значения 200 как раз примерно в это дело и вписываются. Если кому интересно, пишите в комментариях. Я расскажу, как пользоваться такими штуками, потому что иногда нужно какую-то научную консультацию провести, спросить. И оно как бы это сильно помогает. Так, и давайте сразу по поводу инструкции, то есть обгоняя ваши вопросы про то, что я, возможно, включил неправильно или что-то, не знаю, сделал не так. Читаем инструкцию и смотрим прямо по шагам, что делали мы и что не делали. И давайте с самого начала почитаем паспорт. Вот паспорт.
Я могу с него сделать скрин. Давайте вот так вот. Надеюсь, читабельно. Раз страничка. Два страничка. Ну и вот третья страничка. Вот так. Пробежимся по инструкции и подумаем, кто же эту инструкцию и для кого написал. Давайте с самого начала. Так, обогреватели кварцевые, приносители для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений. Ладно. Хотя на самом деле в рекламе в маркете было написано, что он подходит вообще для любых, типа для сараев и так далее. Здесь уже ни слова про это нет. Ладно, поехали дальше. Рабочее положение обогревателя, установка на полу при помощи напольных ножек, которых не было в комплекте, либо на стене при помощи крепления на стену. Они были, да. Дальше. Обогреватель предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности не более 90 градусов по 90% в условиях, исключающих попадание на него воды и атмосферных осадков. Ну ладно, допустим. Вот, чисто гипотетически сарайка может подойти под это дело. Дальше. Внимание! Первое включение в розетку не более 10 минут для окончательной просушки и прокаливания обогревателя изнутри. Во время просушки обогреватель руками не трогать, может ударить током. Второе включение только на следующий день. Именно поэтому я обзор снимаю только на третий день после того, как я его приобрел. Потому что первый день я его включил на 10 минут, он у меня там постоял. После этого включил его только через сутки. Тем не менее он лопнул. Да? Видели, лопнул он насквозь. Поэтому не моя тут вина 100%. Вот. И дальше. Так, ремонт обогревателя должен проводиться только с квалифицированным специалистом в сервисных центрах. И дальше пошли смотреть. У меня модель 500. Номинальное напряжение 220 вольт. Ладно. Номинальная мощность киловатт 0,5. У меня 860. У них даже в самой мощной модели столько нету. Дальше поехали. Ну, номинальный ток, естественно, идет от мощности. У меня мощность, соответственно, выше. Расход электроэнергии тоже от этого идет. Температура излучающей поверхности не более 95 градусов. Спустя полчаса работы. Так, сразу вот так вот. Для особо любознательных. Спустя полчаса работы уже выше 200. Нет, не выше. Ровно 200. Вот так вот. Мне просто сбоку не видно. Ровно 200 градусов. Не 95. Продолжаем разговор. Температура, значит, 95 градусов заявлено, уже 200, больше, чем в 2 раза превышение. Средняя скорость падения температуры, это фигня, 2 градуса в минуту, ладно, допустим. Габаритные размеры 670 на 340 на 25. Есть у меня чудесный прибор, называется линейка. Давайте померим. Барабанная дробь. Кто там говорил 25? 20. И то не 20. Даже не 20. Так, и здесь у него получается 20, 33 сантиметра в одной стороне, 33 сантиметра и 20, 40, 43 с другой. Итого мы что имеем? Итого 20 на 33 на 45. Они, может, перепутали, конечно, размерчик. Вот здесь размерчик, вот, написано. Какие 67? То есть такое ощущение, что они взяли просто какую-то абстрактную инструкцию, да, и сделали из нее нашу инструкцию, скачали в интернете. То есть вот эта бумажка, которой можно просто жопу потереть. Дальше пошли. Так. Перед эксплуатацией обогревателя убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока. Слушайте внимательно. И имеет канал заземления. Запрещается эксплуатация обогревателей без заземления. Запрещается подключать обогреватель к сети 380 вольт.
А давайте посмотрим. Итак, барабанная дробь. Я вытаскиваю из розетки. И тадам, на розетке нету контактов для заземления. А нахрен вы вообще написали что-то про заземление, если у вас на розетке даже нету этого контакта? То есть, грубо говоря, я даже не знаю, как это сказать. Ладно. Итак, нагреватель не имеет заземляющего провода. Соответственно, у него нет заземления своего. Но при этом в инструкции написано, что запрещено включать его в сеть без заземления. Вот так. Зачем? А не знаю, положено по технике безопасности так. Да, наверное, да. Поехали дальше. Запрещается эксплуатация обогревателя в помещениях с повышенной влажностью воздуха более 90%. Ладно, с учетом того, что у нее нет заземления. Дальше, со взрывоопасной средой. Ладно, допустим. С наличием легковоспламеняющейся жидкости и горючей пыли и веществ с химически активной средой, разрушающей металлоизоляцию. Ладно. Запрещается установка обогревателя непосредственно в близости от розетки сетевого электроснабжения. Вот что значит непосредственная близость? Контакт? В смысле, чтобы они друг друга не касались? Или сколько? Потому что у него проводочек, сами видели, метр. Что значит непосредственная близость? Непонятно. Ладно. Запрещается размещать горючие вещества на расстоянии менее полметра от обогревателя. Ну, как бы да, но с другой стороны, является ли деревянная стена горючими веществами? Является. Вот. Но при этом дальше у них написано, что 1,5 сантиметра до древесины можно. До хлопчатобумажной ткани 3 сантиметра, до картона 2,5. Так. В избежание ожогов во время работы обогревателя не прикасайтесь к панели обогревателя. Температура излучающих панелей может достигать 95 градусов. Угу. Видели, да, уже 200. Конечно, будут ожоги. Дальше. Запрещена эксплуатация обогревателя, имеющего повреждение силового кабеля, вилки и разбитого корпуса. То есть та трещина, про которую я говорил, уже запрещает эксплуатацию этого прибора. Да, с одной стороны. А с другой стороны, в инструкции написано, что это допускается. Мы до этого еще дойдем. Так, хорошо. Дальше. Накрывать обогреватель не надо. Поднимать обогреватель за провод, фиг с ним, это понятно. В процессе эксплуатации допустимо. Пункт 3.10. В процессе эксплуатации допустимо повреждение окраски, появление отдельных нитеобразных микротрещин, которые не влияют на работоспособность и безопасность обогревателя и не являются гарантийным случаем. Да. А как же пункт такой, что имеющий повреждение корпуса? То есть что они имели в виду под нитевидными трещинами, когда вот этот кусок уже точно вывалится? 100%, там уже эта трещина замкнулась. Кстати, да, посмотрим сейчас еще она после прогрева. Потому что я его на самом деле включаю сейчас 3-й раз. Потому что в первый раз я его включил, вот на 10 минут он у меня сутки стоял. Второй раз я его включил, и когда у меня скотч загорелся. И нет, значит, 4-й раз, да. Скотч загорелся, и я выключил его, пошел смотреть, покупать датчик температуры для духовки. И вот сейчас он выключился, в смысле, вот он потом включил его еще раз. Дома включил. Когда он у меня до 210 градусов дошел, я его выключил нахрен, пошел, думаю, на балкон. Потому что здесь хотя бы ничего загореться не может. Там у меня на ламинате все стояло. Зачем мне пожар дома? Так. И вот расстояние от корпуса обогревателя до горючих материалов должно быть до древесины 1,5 см, хлопчатой бумажной ткани 3 см, до картона бумаги ДВП 2,5 см. Ладно. Вот так вот у нас с обогревателем. Включил я его правильно. Все вроде бы сделал по инструкции, но тем не менее обогреватель загорится. То есть да, он, видите, достиг 200 градусов и в принципе на 200 градусах он болтается.
Но это учитывайте, что я сейчас на улице, на балконе, скорее всего, в помещении. Опять-таки, видите, у него излучать поверхности с двух сторон могут. То есть непосредственно близости от стены. Он еще градусов 50 бы 100% набрал, потому что то есть сейчас он может просто очень эффективно охлаждаться. И поэтому, ну, сейчас даже такие условия для него более-менее приемлемы с точки зрения охлаждения. А трещина, между прочим, начала расползаться. Вот смотрите, она, видите, стала шире. И она пошла вот здесь, вот она вообще пошла дальше, вот сюда. Вот она дошла уже почти до края. Здесь она пошла, трещина пошла вот сюда наверх. Появилась трещина еще вот здесь, сбоку, которая тоже пошла на пересечение вот с этой трещиной. Появилась трещина вот здесь сверху, которая пошла тоже вниз. Вот этот угол только пока без трещин. А вообще он весь полопался. Просто весь. Короче, прошло еще полчаса. Температура также у него все 200 висит. То есть нагрелся он до температуры 200 градусов. 200 градусов в 2 с копейками, больше чем в 2 раза превышает допустимую его же температуру по паспорту. Вот, мощность у него точно так же, сейчас скрин закреплю, составляет где-то 860 ватт. Вот, короче, я его пошел возвращать. Я уже написал в маркет жалобу и тащу его обратно. И вам советую не покупать такие вещи, а если купили, то перед тем, как устанавливать у себя дома, у себя где-то в помещениях, проверьте, пожалуйста, что он не ведет себя каким-то образом неадекватно, как вот этот, потому что пожар с таким прибором гарантирован 100%, потому что кабель, который заводится в него, не выдержит температуру 200 градусов долго. Вот. То есть, грубо говоря, то, что он сразу не загорелся, это не значит, что он не загорится. Это значит, что он не загорелся сразу, только это. Вполне вероятно, что неделю, 2, может быть, он проработает нормально, прежде чем пожар устроит. А на этом все. С вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Всем пока. Будьте осторожны. Короче, вернул я его обратно. А мораль такая, что вернуть его надо было из принципа, потому что производитель в этой ситуации должен получать такую негативную обратную связь для того, чтобы начал делать что-то более-менее человеческое. Потому что если не вернуть, ну да, там 1000 рублей, подумать, ну фиг с ней, да, с этой 1000 рублей. А прикиньте, купила бы какая-нибудь бабушка, поставила его и сгорела. На что надеялся производитель? На то, что покупатель в этой ситуации погибнет и некому будет предъявить претензии потом. Вот у меня такое мнение. Поэтому надо наказывать. Поэтому если вам попался какой-нибудь такой нехороший товар, вы лучше его верните, потому что в этой ситуации это будет обратная связь для производителя, что так делать нехорошо. Сейчас я заказал другой обогреватель у другой фирмы, немножко дороже. Посмотрим, что будет, потому что в курятник все равно нужно мне обогреватель поставить. И, в принципе, концептуально там все правильно, если бы он еще работал хорошо, так что было бы все, в принципе, нормально. Вот. А вот с этим курятником, с этим обогревателем получились бы курочки-гриль, скорее всего, рано или поздно. Вот такой вот зашибись чуть-чуть было, подарок не подарил своей тете. Вот. Поэтому ждите следующего видоса, там у меня будет про следующий нагреватель. Возможно, он будет хороший, возможно, не очень. Вот это как раз и выясним.